Он сидел в наушниках и не верил тому, что слышит. Цель шла быстрее, чем идут его торпеды. Так не бывает. В учебниках такого не было, в справочниках не было, ни одна лодка в мире так не умела. Он все-таки дал команду. Торпеда пошла и осталась позади. Просто отстала, как отстает собака от машины. От этой штуки нельзя было убежать. И догнать ее было нельзя. Она делала под водой то, что железо делать не должно, и уходила туда, откуда ее никто не мог достать. А самое странное даже не в этом. Самое странное, что такую построили один единственный раз. И больше не рискнул никто. Почему 44,7 узла под водой? Это 80 с лишним километров в час. Скорость машины на трассе. Только машина эта весит 5000 тонн и идет не по асфальту, а сквозь толщу океана. Рекорд поставлен зимой 1970 года. И вот что не укладывается в голове. С тех пор прошло больше полувека, а его никто не побил. Ни американцы, ни мы, ни кто-либо еще. Обычно, когда рекорд стоит 50 лет, мы говорим, ну, не доросли, техника не позволяет, догоним. Тут все иначе. Тут дело не в том, что не могут. Дело в том, что не хотят. Повторять это никто не стал не потому, что не сумели бы, а потому, что один раз посмотрели, чем за это заплачено, и тихо закрыли тему. Меня в этой истории зацепило даже не то, какая она была быстрая, а вот эта странная тишина вокруг нее. Самая быстрая подводная лодка в истории человечества, и почти никто про нее толком не слышал. Если вы смотрели прошлые ролики, вы уже немного знаете этот почерк. Был у нас разговор про акулу, тот самый проект «Тайфун», самая большая подводная лодка, когда-либо построенная, дом высотой с девятиэтажку, ушедший под воду. Была Лира, маленький титановый охотник, который разворачивался под водой чуть ли не на месте и выходил на полный ход за минуту. И вот теперь третье. Тот же самый инженерный азарт, тот же дух «а давайте сделаем то, чего не делал никто», только упертый в другую стену. Тайфун ломился в размер, Лира — в маневренность, а это — в скорость. Три разных предела, один и тот же характер. Кто те два ролика видел, узнает интонацию сразу. Официально она называлась Каста-62, проект 661, шифр Анчар. В справочниках НАТО ей потом дадут короткое имя — Папа. А на флоте и в народе к ней прилипло совсем другое прозвище — Золотая рыбка. И вот тут я хочу, чтобы вы сразу отбросили первое, что приходит в голову. Золотая рыбка, красивая, из сказки, исполняет желания. Так вот, к этой лодке прозвище прилипло не за красоту, оно горькое. Ее так назвали за деньги, за то, сколько она сожрала, материалов, средств, нервов, лет. Ее начали звать «Золотой» еще до того, когда строили, прямо на стапеле, когда посчитали, во что обходится один только корпус. Не любование, скорее нервный смешок людей, которые понимали, что держат в руках слиток размером с дом. Держите эту мысль в голове, мы к ней вернемся не раз. Прозвище — это первая ниточка. За блеском рекорда пряталась цена, о которой в победных сводках не писали ни строчки. А теперь вторая ниточка, и она, честно говоря, зацепила меня даже сильнее. Эту лодку не собирались делать в единственном экземпляре. Планировали серию. По разным данным, до 10 таких кораблей. Целый отряд самых быстрых подводных лодок на планете, стая, от которой не уйти. А построили одну. Ровно одну. Спустили на воду, испытали, погоняли по морям несколько лет, и все. Ни второй, ни третий. Проект закрыли, а единственную рыбку в итоге тихо порезали на металл. И вот это должно было быть 10, а вышла одна, оно не дает покоя. Что должно случиться с оружием, которое реально работает, реально ставит мировые рекорды, реально пугает противника, чтобы от него отказались после первого же экземпляра? Не после провала, не после аварии, о которой стыдно вспоминать, а после успеха. Обычно так не бывает. Забегая вперед, скажу, ответ есть, и он, мне кажется, даже красивее самой скорости. Но чтобы к нему подойти по-честному, придется начать с самого начала. С того, зачем Советскому Союзу вообще понадобилась лодка, которая обгоняет собственные торпеды. Из того странного металла, из которого ее решили построить. Если вам интересны такие истории про машины, которые опередили свое время и потом за это поплатились, подпишитесь, чтобы они не пропадали. Дальше будет как раз про металл. Все началось с чужих кораблей.
Точнее, с чужих плавучих аэродромов, которые к концу 50-х стали для Советского Союза головной болью номер один. Американские авианосные ударные группы. Авианосец в середине, вокруг кольцо охранения, а с палубы поднимаются самолеты, которые несут ядерные бомбы и достают вглубь нашей территории на сотни километров. И вот сидят в Москве люди, смотрят на карту и понимают простую, неприятную вещь. Ответить нечем. Своих таких авианосных группировок у СССР тогда не было. Строить их с нуля — это годы, это деньги, которых нет. Это целая школа, которой не существует. Догонять американцев в их игре по их правилам было бесполезно. Значит, нужно было менять правила. Нужен был не такой же авианосец. Нужно было то, что этот авианосец убивает. И вот здесь рождается идея, которая мне кажется по-своему дерзкой до наглости. Раз мы не можем построить флот надводных гигантов, давайте построим подводного охотника. Такого, который найдет авианосную группу в океане, догонит ее, пристроится и в нужный момент ударит из-под воды, чтобы его не успели ни отогнать, ни потопить. Одна лодка против целого ордера кораблей. По замыслу, вполне честный размен. Но чтобы этот замысел заработал, нужно было решить две задачи, каждая из которых по отдельности тянула на подвиг. Первая — скорость. Авианосец идет быстро, вся его группа идет быстро, 30 узлов держит легко. Обычная атомная подлодка за таким ордером просто не угонится, отстанет и потеряет. Значит, охотник должен быть быстрее всех, кого он преследует. Не на чуть-чуть, заметно быстрее. А вторая задача — чем бить. И вот тут отдельная история, про которую редко вспоминают. Стрелять по авианосцу обычными способами значит всплывать или подниматься под перископ, выдавать себя, ловить ответку. Самоубийство. Нужна была ракета, которая стартует прямо из-под воды, не показывая лодку на поверхности. Такими ракетами в те годы занималось конструкторское бюро Владимира Николаевича Челомея. Ракета получила имя «Аметист». И это была, честно говоря, задача на грани возможного. Заставить крылатую ракету выйти из-под воды, пробить границу двух сред — вода, воздух, не захлебнуться, поймать курс и пойти на цель. Долго не получалось. С аметистом намучились так, что он во многом и задал весь тяжелый график проекта. Меня в этой части зацепило вот что. Обычно, когда делают новую боевую машину, берут проверенное. Корпус вот такой, реактор вот такой, приборы уже испытанные и собирают из готовых кубиков что-то новое. Так дешевле, так быстрее, так надежнее. А здесь сверху пришло указание, от которого у инженеров, думаю, похолодело внутри. Запретили брать готовое. Почти все. Нельзя было использовать уже отработанные решения от других лодок. Требовалось выдумывать заново. По тем данным, что я находил, в этой лодке потом насчитали около 400 совершенно новых технических решений. 400. Это не улучшили и поставили. Это 400 раз сделали то, чего до нас не делал никто. В одном корабле. Понятно, что за такую свободу и за такой запрет расплачиваются и сроками, и деньгами. Собственно, отсюда потом и растет то самое горькое прозвище, но об этом позже. И над всем этим в самом начале стоял один человек — Николай Никитич Исанин. Академик, кораблестроитель, один из самых засекреченных людей своего времени. Фамилию его тогда мало кто мог произнести вслух, потому что произносить было негде. За плечами у него уже были подводные лодки с ракеками, он знал эту работу изнутри. Именно на нем держался старт проекта, самое тяжелое, когда еще ничего нет, кроме приказа сделать невозможное, и надо решить, с какого конца за это невозможное браться. Позже его на этом посту сменит другой конструктор, но первый разгон дал он. И вот когда стали думать, из чего вообще строить лодку, которая должна лететь под водой быстрее всех и нырять глубже многих, выяснилась неприятная штука. Обычная корабельная сталь для такой затеи не годилась. Ни один привычный металл не давал того, что нужно. Пришлось лезть туда, куда до этого в таком масштабе не лез никто. В металл, который капризнее золота и дороже нервов. Титан. Металл, из которого решили построить всю лодку целиком. Первый такой случай в мире. И почти сразу этот титан начал их убивать. Не в переносном смысле, в самом рабочем. Листы обшивки шли трещинами прямо на стапеле, еще до всякого моря. По тем данным, что я находил, пришлось заменить около пятой части обшивки легкого корпуса. 20%. Уже собранного, уже сваренного, вырезать и делать заново.
Давайте я коротко объясню, зачем вообще полезли в этот титан, а то без этого дальше непонятно. У него есть три свойства, за которые конструктор готов продать душу. Он очень прочный, а значит, можно нырять глубже, туда, где стальную лодку раздавит. Он легкий по сравнению со сталью той же прочности, а легкий корпус легче разогнать, вот вам и скорость. И он не магнитный. Вот это, честно говоря, отдельная красивая деталь. Обычную стальную лодку можно засечь по искажению магнитного поля Земли. У противника для этого есть специальные датчики. А титановую не так-то просто. Она для этих приборов почти призрак. То есть на бумаге титан давал сразу все, что нужно охотнику за авианосцами. Глубину, скорость, скрытность. Идеальный материал. А на практике оказалось, что этот идеальный материал строить из себя корабль категорически не хочет. Начнем с того, что титан по-другому себя ведет под нагрузкой, совсем по-другому, чем сталь. И считать его прочность по привычным, наработанным десятилетиями формулам было нельзя. Эти формулы для него просто не работали. Есть данные, что часть корпусных блоков не прошла гидравлические испытания. Их проверяли давлением, как положено, а они не держали, потому что рассчитали их по-старому, по-стальному, а титан живет по своим законам. Представьте состояние инженера, у которого весь его прежний опыт вдруг перестал быть опорой. Все, что он умел, приходится передумывать заново. Дальше сварка. Титан варить — это отдельное мучение. Он в разогретом виде жадно хватает из воздуха все подряд — кислород, азот, и от этого шов становится хрупким, как стекло. Достаточно микроскопической грязи, пылинки, капли влаги, чтобы в этом месте потом пошла трещина. А лодку из титана нужно сварить всю, километры швов, и каждый должен быть идеальным. И вот тут начинается то, что меня в этой истории зацепило едва ли не сильнее самого рекорда. Чтобы этот металл вообще поддался, цех на заводе в Северодвинске превратили в подобие лаборатории, настоящий, стерильный. Стены и конструкции отмыли от многолетней грязи и перекрасили в светлое. Рабочие ходили в белой робе, как в операционной. На каждом шаге контроль, проверка, еще проверка. Вдумайтесь, это судостроительный завод, тяжелое грязное производство по определению, где обычно металл, масло, копоть. А тут людей заставили работать в чистоте, будто они не корабль сваривают, а собирают что-то тонкое, почти живое. Свидетелями всего этого были обычные корабелы. Сварщики, сборщики, контролеры. Люди, которые пришли на завод строить лодки, как строили до этого, а попали на работу, которую раньше не делал никто на планете. Им никто не мог сказать «делай как в прошлый раз», потому что прошлого раза не было. Каждый шов, каждый стык — это была разведка на ощупь. И спрос страшный. Одна пропущенная трещинка на глубине превращается в гибель всего экипажа. Вот отсюда, из этого титана, и растет первая половина того горького прозвища. Золотая — это ведь не про блеск, это про счет. Сам металл дорогой, работать с ним втридорога, брак приходится вырезать и переделывать. Сроки ползут, деньги утекают. Каждый лишний месяц в этом стерильном цеху — это еще один слой золота на корпусе, которого никто не заказывал. Лодку начали звать рыбкой еще до спуска, и, думаю, в этих словах было поровну восхищения и тихого отчаяния. Но знаете, что мне не дает покоя? Ведь, несмотря на все это, они ее достроили, продавили. Вырезали брак, переварили, пересчитали и спустили на воду. И когда она, наконец, вышла в море и первый раз показала, на что способна, случилась одна деталь, от которой у меня до сих пор мурашки. Лодка вернулась к причалу, и встречавшие ее люди не сразу узнали собственный корабль. С нее сошла вся краска. Начисто. Вода на скорости содрала покрытие, как наждаком, и обнажила голый титан. Но дело даже не в краске. Корпус стал гладким. По рассказам, вода отполировала металл так, что сгладились, затянулись сами сварные швы, те самые, над которыми мучились в белых робах. Она пришла из моря отполированной, серебристой, чужой. Будто океан подержал ее в руках и вернул уже не совсем ту, что уходила. А от чего именно ее отполировало? От какой такой скорости вода сдирает краску до металла? Вот к этому мы сейчас и подойдем. Прежде чем дойти до той скорости, я хочу остановиться и назвать людей, потому что за всем этим титаном, за рекордом, за прозвищем стоят конкретные лица, а мы про них почти всегда забываем. Говорим конструкторы, экипаж, будто это не люди, а функции. А там были люди, и их стоит назвать по именам.
Того, с кого проект начался, звали Николай Никитич Исанин. Но довести лодку до конца ему не пришлось. В середине 60-х его переводят на другую работу, и главным конструктором становится другой человек — Николай Федорович Шульженко. Смена главного посреди такого проекта — это, честно говоря, само по себе испытание. Одно дело подхватить чужую готовую машину, а тут надо было принять на себя самый тяжелый, самый нервный отрезок, когда бумажные чертежи превращаются в живое железо и вылезают все те беды с трещинами и швами, про которые я уже рассказывал. Вот на плечи Шульженко все это и легло. А осенью 1965 года собрали первый экипаж. Тех, кому предстояло на этой лодке выйти в море. Командиром назначили капитана второго ранга Юрия Филипповича Голубкова. И вот тут любопытная штука, о которой сами моряки тогда, скорее всего, не догадывались. Они принимали не просто новую лодку, они принимали корабль, который через несколько лет станет самым быстрым в истории человечества и останется им на полвека вперед. А для них это была пока просто работа. Новая, странная, засекреченная, но работа. Хотя, знаете, кое-что они почувствовали сразу, как только зашли внутрь. Потому что внутри эта лодка не была похожа ни на одну другую. При ее проектировании впервые в нашей стране сделали вот какую вещь. Прежде чем резать металл, построили полноразмерные макеты отсеков в натуральную величину, из дерева и фанеры. И сажали туда людей, чтобы проверить, удобно ли человеку тянуться к этому прибору, хватает ли места у того поста, не бьется ли он головой вот об эту балку. Сегодня это звучит очевидно, а тогда это был почти переворот. Про экипаж подводной лодки редко думали в категории «удобно». Влез и ладно, потерпит. А тут вдруг задумались, что человеку внутри жить и воевать, и что от его удобства зависит, как он справится. И получилось необычно. Огромным стотонным кораблем длиной с многоэтажный дом управляли с помощью небольшого штурвала, похожего скорее на самолетный, чем на корабельный. Каюты с кондиционированным воздухом. На камбузе, по некоторым данным, могли готовить не только горячую еду, но и прохладительные напитки, и даже мороженое. Мороженое на боевой атомной подлодке в 60-е. Для советского флота, где обычно быт был суровым до аскетизма, это звучало почти как роскошь. Позже такой же уровень комфорта припишут разве что гигантским акулам, про которые мы уже говорили. Но там и лодка размером с дом, а тут на скоростном охотнике. Мне эта деталь про мороженое почему-то дороже всех рекордов. В ней вся эта странная лодка целиком. Люди, которые делали металл дороже золота и мучились над каждым швом, при этом подумали о том, чтобы моряку в океане было чем себя порадовать. Будто чувствовали, что кораблю с такой тяжелой судьбой нужно дать хоть немного тепла внутри. И вот представьте себе Голубкова в те дни. Командир, за плечами служба, опыт, а перед ним лодка, которой еще никто в мире не управлял. Никаких наставлений, никакого «спроси у того, кто уже водил такую». Не у кого спрашивать, он первый. Он еще не знает, на какую цифру она выйдет. Не знает, что будет гонять по океану авианосец под чужим флагом. Не знает даже толком, как она поведет себя на полном ходу. Этого пока не знает никто. Он просто готовится вывести в море самый быстрый корабль на планете. И пока для него это еще не рекорд, не история, не строчка в справочнике. Пока это просто вопрос без ответа. А на что вообще способна эта штука, если дать ей полный ход? Скоро он это узнает. И цифра, которую они увидят на приборах, сначала заставит их самих себе не поверить. 42 узла. Уже на первом серьезном выходе, еще до всяких рекордов, лодка выдала 42 узла. И вот тут важно, что это значит. По техническому заданию она должна была держать 38. Это был ее обещанный паспортный потолок, ради которого столько мучились с титаном. А она на первых же испытаниях, причем, держите в уме, при мощности реакторов всего 80%, отработала на 4 узла больше. Инженеры, по некоторым рассказам, сначала не поверили приборам. Такая штука в этой профессии случается редко. Обычно техника проекту не додает, а тут вдруг наоборот. Дали неполный ход, а она уже вылезла выше всякой нормы. Значит, если добавить оставшиеся 20%, что тогда? И вот на этот вопрос им очень хотелось получить ответ. Ответ они получили 18 декабря 1970 года на мерной миле. Мерная миля — это, если совсем просто,
Отрезок моря, где точно до метра известно расстояние между двумя точками. Лодка проходит его на полном ходу. Засекают время, дальше арифметика. И ты знаешь скорость честно, без округлений и красивых слов. Мерят так все, и тогда, и сейчас. Ей дали 100% мощности реакторов, полный ход, и она прошла эту милю на 44,7 узла. 80 с лишним километров в час. Под водой, на корпусе весом в 1000 тонн. Я пытаюсь себе представить, что такое 44,7 узла в толще океана, и мне нужен пересчет, чтобы не сойти с ума. Это скорость легковой машины на трассе. Это скорость легкой торпеды тех лет. То есть лодка шла со скоростью того, чем в нее стреляли. Если противник в такой ситуации дает залп, торпеда просто не догоняет цель, она ползет следом и рано или поздно выдыхается. И еще одна деталь, которая мне кажется важной. По имеющимся данным, на одном из галсов, то есть на одном из проходов мерной мили, приборы показали еще выше, что-то около 44,85 узла. Совсем немного, но выше рекорда. Только этот проход в официальные документы не пошел. Там, если верить рассказам моряков, не справились с управлением турбинами. Режим оказался опасным. Старший на борту решил прекратить. И в историю она вошла с той, более скромной цифрой — 44,7. Официальный, задокументированный, зафиксированный на бумаге мировой рекорд подводной скорости. С тех пор, а прошло больше 50 лет, его не побил никто. И вот здесь одна из самых странных вещей в этой истории. Такой рекорд, по логике вещей, должен был греметь на весь мир, но не прогремел. Из-за секретности его даже в книгу рекордов Гиннесса не отправили. Представьте, гражданские рекордсмены попадают на ее страницы за то, что съели больше всех блинчиков или дольше всех простояли на одной ноге. А тут мировой рекорд военной техники, поставленный людьми, у которых в руках был самый быстрый подводный корабль в истории. И об этом молчок. У себя внутри флот, конечно, знал. И где-то у противника, наверное, тоже узнали, потому что такое надолго не спрячешь. А для внешнего мира лодки будто и не было. Тут можно было бы поставить точку и сказать: вот триумф, вот победа советской инженерии, аплодисменты. Только у этой победы был свой второй звук, буквально. Звук. Дело в том, что когда лодка разгонялась выше 35 узлов, вокруг ее корпуса возникало то, что специалисты называют турбулентным потоком. Если проще, вода переставала обтекать ее плавно и начинала бурлить, срываясь с обводов. И этот бурлящий поток вдоль титанового корпуса создавал такой гул, что внутри самой лодки становилось почти невозможно работать. Замеры на центральном посту показывали до 100 дБ. 100 дБ — это, если переводить на бытовые сравнения, работающая бензопила у уха, или гром, или отбойный молоток. И этот рев стоял внутри отсеков в тот момент, когда лодка шла на своей главной рекордной скорости. Меня в этом больше всего не физика удивляет, а вот какая мысль. Подводная лодка вообще-то живет скрытностью. Ее главное оружие — это тишина. Ее задача — стать невидимой, неслышимой, стать пятном темноты в океане. И вот перед нами лодка, которая на своей рекордной скорости орала на весь океан. Если внутри у нее 100 дБ, то по воде вокруг она была слышна за десятки миль всякому, у кого есть уши и гидрофон. Иногда стоишь и думаешь, они это знали заранее или узнали только на испытаниях? Возможно, догадывались, что на такой скорости шум будет расти, но одно дело рассчитать на бумаге, и совсем другое — услышать эти 100 дБ собственным ухом. И получалось так. В декабре 1970 года они установили мировой рекорд, который никто не побьет полвека. И в тот же самый момент они услышали то, из-за чего этой лодки в конечном счете больше не будет. Потому что кому нужен подводный охотник, который свою добычу оглушает собственным ревом за полокеана до сближения? Ответ на этот вопрос они, конечно, попробовали найти. И даже вроде бы нашли, по-своему. Только цену за это пришлось заплатить отдельную. А началось все с одного авианосца в Атлантике, который однажды осенью вдруг понял, что его кто-то очень быстро догоняет. 2,5 месяца под водой. За все это время лодка всплыла на поверхность один единственный раз. По имеющимся данным, ровно один. Все остальное время — толща океана, глубина, чужие воды и постоянно работающие реакторы. Осень 1971 года. 25 сентября,
4 декабря. От Гренландского моря на севере до Бразильской впадины у экватора. Не поход. Марафон. И где-то в середине этого марафона случилась история, из-за которой лодку вдруг узнали за пределами узкого круга посвященных. Причем узнали противники раньше, чем свои. Смотрите, что произошло. В Атлантике в это время идет большой американский корабль, ударный авианосец 6-го флота Соединенных Штатов. Называется «Саратога». Возвращается из Средиземного моря к себе. Огромная плавучая база с самолетами, вокруг охранения, все как положено. И вот их акустики начинают слышать за кормой подводную цель, которая просто не должна существовать. Причем смотрите как. Авианосец шел, по многим источникам, на своих предельных 30 узлах. 30 узлов для такой махины — это край, это уже почти надрыв, дольше долго так не идут. А цель за кормой не отстает, она держится. Более того, время от времени она их обгоняет. Обгоняет под водой авианосец, идущий полным ходом. Такого в справочниках не было. Ни в советских, ни в американских. По всем существовавшим тогда представлениям о подводных лодках, у наших противников за кормой в тот момент шел кто-то, кого физически быть не должно. А это была она, наша лодка. И командовал ею тот самый Юрий Филиппович Голубков, о котором мы говорили. Собственно, из его воспоминаний это в основном и известно. Голубков потом сказал очень важную вещь, и я приведу ее как есть, потому что тут дословность важнее пересказа. Он рассказывал, что превосходство в скорости позволяло ему занять любую нужную позицию относительно авианосца. И по его словам, в тот момент он реально ощущал возможность уничтожить этот корабль первым же залпом. Задумайтесь на секунду, что это значит? Огромный американский авианосец с самолетами, с охранением, с современной противолодочной обороной идет себе, а за ним следом играючи ходит одна советская подводная лодка, у которой на борту 10 крылатых ракет. И командир этой лодки понимает, если сейчас будет команда «пуск», авианосца больше нет. Он не успеет ни увернуться, ни оторваться, ни защититься. Первый залп — и все. Тот самый ответ на американские авианосные группы, которые в конце 50-х искали за столами в Москве. Вот он. Ни в чертежах, ни в макете. В настоящем океане, за кормой у настоящей Саратоги. И тут же оговорка, честная. Именно поэтому я сажусь копаться в такие истории, чтобы попробовать отделить то, что было, от того, что потом наросло. Вот факты, которые подтверждаются несколькими источниками и которые я готов защищать. Поход был. Слежение за Саратогой было. Превосходство в скорости было. Возможность уничтожить первым залпом, по словам самого командира, тоже была. А теперь то, что я готов защищать хуже. В популярных пересказах эту историю часто украшают. Пишут, что в Пентагоне после этого случая едва не начался обморок, что вся 6-я флотилия ходила в шоке, что именно после этой встречи какой-то американский адмирал впервые на страницах крупной газеты назвал нашу лодку «убийцей авианосцев». По имеющимся данным, эта версия действительно гуляет по русскоязычной прессе. Только независимо у той стороны, я ее нигде подтвердить не смог. Может, оно все так и было, а может, легенда доросла у нас, потому что рассказ красивый и просился в такую форму. Я не хочу подавать выдумку как факт, поэтому оставляю честно. Реальный страх американских штабов из-за появления такой лодки — правда. А вот конкретные детали про панику Пентагона — правда с оговоркой. И тут же еще одна деталь, которая для меня в этой истории самая цепляющая. Смотрите, про этот поход мы знаем в основном с нашей стороны. Есть воспоминания командира, есть воспоминания членов экипажа, есть публикации в морских сборниках. То есть свою половину картинки мы себе более-менее собрали. А вторая половина, та американская, она до сих пор не рассекречена. Ну то есть я нигде не нашел открытых материалов от их флотских штабов конкретно по этому эпизоду. Что писали в рапортах на Саратоге, что докладывали дальше по цепочке, какими словами объясняли своим начальникам, что за подводное чудо шло у них на хвосте. Все это осталось за закрытой дверью. Это очень характерный случай. Свидетели у истории есть, их даже много, но их всех с одной стороны. С другой стороны — тишина. Не потому, что американцы забыли или потеряли, а потому что не стали открывать.
И это, знаете, то самое темное пятно, которое во всей истории цепляет меня едва ли не сильнее, чем сам рекорд. Мы, по сути, до сих пор смотрим на этот эпизод одним глазом. Тут вот какая мысль. Если у вас в семье кто-то служил на флоте в те годы, конец 60-х, начало 70-х, Северный флот, Атлантика, и вы когда-то слышали разговоры про этот поход, про Саратогу, про эту лодку, напишите в комментариях. Такие рассказы из первых рук дороже любых официальных сводок. Хотя бы потому, что сводок этих либо мало, либо они все еще лежат под грифом. А теперь, когда мы про этот триумф поговорили, я хочу сказать одну неприятную вещь, о которой в победных пересказах вспоминают редко. Тот самый поход, где лодка гоняла авианосец по океану, он и стал в ее судьбе, по сути, одним из последних. Не потому, что победа была не нужна, победа была, а потому, что где-то в глубине корабля среди этой рекордной энергетики начало что-то ломаться. По воспоминаниям одного из тогдашних офицеров лодки, в этом самом походе на одном из реакторов вышел из строя центробежный насос. Насос — вещь техническая, но простая по назначению. Он гоняет теплоноситель по контуру реактора, и без него весь реактор эффективно работать не может. Свидетель прямо говорит, что у насоса скрутило головку вала, то есть железо не выдержало нагрузки. И это была не единственная поломка. Сложности с реакторами, замечания к ракетному комплексу, капризность обслуживания — все это в ее реальной службе тоже было, хотя в парадные материалы это старались не выносить. Самая быстрая подводная лодка в истории человечества была одновременно одной из самых шумных. Вот это я хочу сказать первой фразой, потому что вся эта глава про этот парадокс. Она догоняла кого угодно и не могла спрятаться ни от кого. Она обгоняла торпеды и одновременно светила себя за десятки миль. За рекорд платили не рублем, платили самим смыслом подводной лодки. Давайте я поясню, почему это так больно. Подводная лодка вообще-то живет скрытностью. Это ее оружие, ее щит и ее плащ-невидимка одновременно. Смысл лодки не в том, чтобы догнать. Смысл в том, чтобы противник не знал, где ты, пока не станет слишком поздно. Хорошая подводная лодка — это дырка в воде, тишина, ноль, пятно, которого нет. И вот, значит, инженеры десятилетиями бьются, чтобы каждый узел скорости прибавлять аккуратно, не разбудив море вокруг корпуса. Обтекаемые формы, специальные покрытия, тихие винты, шумоизоляция машинного отделения — все ради одного — не выдать себя. А тут получилось наоборот. Скорость, которую отдали лодке любой ценой, эту самую скрытность у нее же и забрала. Мы с вами уже говорили, на скоростях выше 35 узлов вокруг титанового корпуса возникал турбулентный поток. Вода переставала обтекать ее гладко и начинала срываться, бурлить, вспениваться. И этот бурлящий слой воды создавал такой шум, что внутри лодки на центральном посту замеры показывали до 100 децибел. Внутри стального корпуса, за переборками, за толстой оболочкой. Работающая бензопила у уха, отбойный молоток, гром. А снаружи, в толще океана, этот шум расходился еще дальше. Вода передает звук в несколько раз быстрее, чем воздух, и на очень большие расстояния. Гидроакустики противника с их пассивными системами прослушивания слышат шум винтов и корпуса гораздо дальше, чем нам обычно кажется. И вот вам портрет. Лодка на рекордном ходу — это уже не призрак, крадущийся в темноте. Это, наоборот, маяк. Ярко звучащий маяк, который весь океан слышит и понимает. Смотрите, вон там идет что-то очень быстрое и очень большое. Иди сюда, лови. Понимаете, в чем горечь? Она никого догнать бы уже не смогла тихо, только с грохотом. Инженеры это, скорее всего, понимали. Возможно, догадывались еще на этапе проектирования. Но одно дело просчитать шумность на бумаге, и совсем другое — услышать эти 100 децибел собственными ушами, стоя в отсеке. Когда все крепления, каждая переборка, каждая заклепка гудит вместе с водой. Я вот пытаюсь представить себя на месте вахтенного, стоящего на посту при полной мощности реакторов, и мне не по себе. Работать в таком шуме нельзя, разговаривать нельзя, услышать команду нельзя. На рекорде она была почти оглушена сама. Но и это еще не все. Скорость — это, в конце концов, была ее сильная сторона, пусть и с такой изнанкой. А была еще одна сторона, о которой в парадных публикациях предпочитали не распространяться — надежность.
По разным данным, у лодки были серьезные вопросы к ракетному комплексу. Тот самый «Аметист» с подводным стартом, ради которого вообще все затевалось, оказался в реальной эксплуатации капризным. Ему были нужны определенные условия для пуска, и обеспечить их не всегда получалось. К самим ракетам, к их надежности, к системам подготовки старта накапливались замечания. Не то чтобы это была одна большая беда, о которой можно рассказать целой историей. Скорее, постоянный фоновый шорох. Тут не сработало, там дало сбой, здесь потребовало доводки. Инженеры каждый раз объясняли, устраняли, дорабатывали, но осадок от этого оставался. И реакторы — отдельная тема. Про сломанный центробежный насос в Атлантическом походе я уже упоминал, повторяться не буду. Это, напомню, свидетельство одного из офицеров. Деталь запомнил именно он, поэтому я и подаю ее как воспоминание, а не как строчку из акта. Но это не единичный случай. По воспоминаниям тех, кто на ней служил, лодку сопровождали ремонты. Она много стояла у стенки, много раз возвращалась в заводские руки. Ее служба вообще прошла с постоянными остановками. Там подварить, здесь перебрать, тут заменить. Каждую машину нужно обслуживать, тут ничего нового. Но у обычных лодок обслуживание — это плановая работа. А у этой оно во многом было аварийным, реагирующим. Ремонтировали то, что уже сломалось, а не то, что могло сломаться. Меня в этом больше всего цепляет не отдельная поломка, а сама логика. Если корабль первый в своем роде, если у него все сделано с нуля, если 400 новых технических решений, а мы про эту цифру говорили, то и болеть он будет по-новому. Диагностировать не с чем сравнить. Опыта нет, учебников нет, специалистов, которые уже сталкивались, нет. Каждая поломка — маленькое открытие, и каждый ремонт тоже. Красиво звучит только на бумаге. В реальности это означает бесконечную возню с железом, вырывающиеся из графика сроки и людей, которые вместо того, чтобы воевать, живут на пирсе в ожидании очередного заводского выхода. И вот в чем получается арифметика, если ее собрать в одно место. За что заплатили? За рекорд заплатили скрытностью, главным свойством подводной лодки. За рекорд заплатили ресурсом, она больше стояла, чем ходила. За рекорд заплатили легкостью обслуживания. Каждое ее замечание требовало решения, которого до этого не было. Скорость у нее была фантастическая. А все остальное, ради чего вообще существует боевая подводная лодка, заметно хуже, чем у современников, попроще и подешевле. И тут я хочу оговориться, чтобы меня правильно поняли. Это не разоблачение, это не «вот они там все запороли». Это трагедия инженерной логики, а не чьей-то халатности. Люди, которые ее делали, отдали на это годы жизни и здоровья. Они сделали то, что до них не делал никто. Просто у любого предельного решения есть цена. И цена эта в чем-то одном обязательно вылезет боком в чем-то другом. Гоняешься за скоростью — теряешь тишину. Гоняешься за уникальностью — теряешь ремонтопригодность. Это не вина, это закон. Знаете, у меня по этой главе такая мысль. Если считать смыслом подводной лодки скрытность, то на своей рекордной скорости она в этом смысле переставала быть подводной лодкой. Она становилась чем-то другим. Подводной ракетой, может быть. Скоростной торпедой с людьми внутри. Идеей в металле. Красивой, дерзкой, стремительной. Но не тем, чем должна была быть по назначению. А это уже вопрос философский, а не технический. Сколько стоит носить на плечах чужой рекорд, если ради него ты перестаешь быть собой? И все, о чем мы сейчас говорили, про шум, про поломки, про ремонты, все это, между прочим, еще до того, как кто-то в Москве сел за стол и посчитал, во сколько все это удовольствие обходится стране. А когда посчитали, стало окончательно ясно, почему их было построено ровно одна штука. 1% годового бюджета Советского Союза. Одна лодка. Такую цифру называют самые сдержанные источники, и это уже само по себе много. Одна атомная подлодка сожрала столько денег, сколько страна тратила примерно на 100-ю часть всего, что делала за год. 1% бюджета на один корабль. А по некоторым другим оценкам, куда более смелым, эта доля доходила до 3%. Это уже деньги, которых хватало на целую отрасль. И вот сейчас честно про цифры, потому что мне важно не подать красивое за правду. По официально озвученным впоследствии данным, стоимость проектирования и постройки составила порядка 240 миллионов рублей. 240 миллионов — это и есть тот самый 1% годового бюджета, о котором пишут в «Российской газете» и других серьезных публикациях.
Но встречаются и другие оценки. Некоторые источники, в том числе крупные, приводят суммы, приближающиеся к 2 миллиардам рублей. Разница почти в 10 раз, согласитесь? Разброс огромный. Я, честно, не берусь сказать, какая цифра точнее. Возможно, 240 миллионов — это то, что вложили именно в этот единственный корпус, без всей смежной работы. А 2 миллиарда — это уже с учетом всей научной программы, всех разработок ракет, реакторов, Титана, обучения людей, всего, что тянуло за собой это чудо на буксире. Я не знаю. Разные источники считают по-разному, и до сих пор к единому знаменателю никто не пришел. Но даже если брать самую скромную из этих цифр, а именно ее мы возьмем, она уже пугает. Потому что если один корпус стоил стране 1% годового бюджета, то серия из 10 таких лодок стоила бы, ну, вы сами посчитали. А серия из 10 — это ровно то, что планировалось. Может быть больше, может чуть меньше. Точное число в разных источниках гуляет. Но порядок цифры именно такой, около 10 единиц. Отряд самых быстрых подводных охотников на планете. Такая, знаете, стая титановых китов, от которой ни одному американскому авианосному соединению не уйти. Построили одну, ровно одну, и на этом остановились. И теперь я хочу, чтобы вы поняли, почему. Две причины сошлись, и каждая по отдельности проекту, в общем-то, уже давала смертный приговор, а вместе — окончательный. Первая причина — деньги, о них я только что говорил. Каждая такая лодка была не просто дорогой, она была слитком золота размером с многоэтажный дом. «Титан», которому был запрет использовать готовые решения, 400 новых технических задач в одном корабле. Все это в производстве стоит сумасшедших ресурсов. И тут даже дело не только в самих рублях. Дело в том, что «Титан» в стране не бесконечный, специалистов по нему считанные единицы. Мощности заводов, способных с ним работать, ограничены. Флот из 10 таких лодок означал бы, что вся титановая программа страны, все свободные руки, все свободные деньги на подводное кораблестроение отдай сюда. А у страны, кроме этой лодки, было еще много другого, что тоже нужно было делать. Экономика Советского Союза, при всей ее мощи, флот из слитков золота не потянула бы. Но, честно говоря, если бы дело было только в деньгах, я думаю, могли бы и вытянуть. Не 10, так 5, не 5, так 3. Все-таки против авианосцев Соединенных Штатов надо было что-то иметь. Так что вторая причина, в моих глазах, оказалась даже важнее первой. Вторая причина, она была слишком шумной. Мы про это только что подробно говорили в прошлой главе, но здесь она играет уже не как деталь, а как приговор. Смотрите, как получается. Ты вкладываешь в лодку колоссальные деньги. Ты выжимаешь из нее рекордную скорость. А в бою эта самая скорость ее же и выдает. Разгоняет по всему океану звук, который у противника слышат за много миль. То есть на выходе ты получаешь очень дорогую и очень заметную мишень. И в это же время, буквально в те же годы, где-то рядом, в других конструкторских бюро спокойно проектируются другие лодки, попроще, помедленнее, гораздо тише и гораздо дешевле. Их можно строить не единицами, а десятками. Военные считать умеют, военные не идиоты. И перед ними встал очень простой вопрос. Что для флота полезнее? Один титановый рекордсмен или условно 10 более скромных лодок, которые действительно умеют прятаться и которые обходятся стране в разумные деньги? Ответ, если честно, был очевиден до постановки вопроса. Одна яркая, быстрая мишень против 10 тихих охотников — это невыгодный размен по любому счету. Меня в этой истории поражает вот какая штука. Обычно, когда мы говорим о закрытом проекте, нам представляется что-то не сложившееся. Не полетело, не поплыло, не выстрелило. А тут все сложилось. Она поплыла, она гоняла авианосец, она поставила рекорд, который никто не побил за 50 с лишним лет. По любым меркам — успех. И этот успех решили не повторять. Это очень редкая история. Обычно от успехов не отказываются, от успехов делают серии. И теперь возвращаемся к тому самому прозвищу, с которого мы начали. Помните, я в первой главе просил не воспринимать золотую рыбку как что-то ласковое из сказки? Вот теперь понятно почему. Ее звали Золотой не за красоту. Ее звали Золотой за счет. За то, что каждый ее метр — это чужие, ненаписанные детские сады, ненастроенные заводы, недоплаченные зарплаты. За то, что построить второй такой слиток страна себе позволить уже не могла.
И, скорее всего, поняла, что и первый это был жест на грани разумного. Рыбка золотая, только исполнить она смогла ровно одно желание. Свое собственное — родиться. На большее пороху уже не хватило. Вот отсюда, из этой связки, слишком дорого и слишком шумно, и получается главный смысл всей истории. Тот, ради которого я, собственно, и захотел про нее рассказать. Мы привыкли думать, что рекорд, который стоит 50 лет, — это триумф, победа, вершина, которой еще придется долго подниматься. А оказывается, не всегда. Иногда рекорд, который стоит полвека, это не победа. Это тихий памятник тому, что так больше никто делать не будет. Не потому что не сможет, потому что посмотрел, чем за это заплачено, и решил не повторять. Тупиковая ветвь. Гениальная, дерзкая, красивая и тупиковая. Один экземпляр, стоящий 1% бюджета целой страны, отслуживший свое и порезанный. Ни серии, ни продолжателей, ни второго рекорда. Никогда. И тут, знаете, у меня самого возникает неприятный вопрос. Если это тупик, то зачем все это было? Ради чего мучились с трещинами в «Титане», ради чего сидели в белых робах в стерильном цехе, ради чего Голубков вел ее через 2 океана? Неужели правда только ради одной строчки в справочнике? И вот тут, знаете, я очень не хочу вам сейчас сказать «зря». Потому что «зря» — это неправда. Просто ответ у этой истории оказался не там, где мы его искали все это время. Не зря. Потому что после нее в стране появилась целая отрасль. Не серия из 10 таких же лодок, нет, отрасль. Люди, которые умели работать с титаном. Заводы, которые знали, как его варить и не портить. Расчетчики, у которых появились свои формулы для этого металла, а не переписанные с остальных. И конструкторы, которые теперь могли сказать честно, вот это в подводной лодке делать можно, а вот это не стоит. Один единственный экземпляр научил их тому, чему не научила бы никакая серия удачных кораблей. Смотрите, тут очень простая логика, если вдуматься. Серия — это когда ты уже знаешь, что делать, ты повторяешь. А самое ценное для инженера случается именно тогда, когда что-то не получается. Или получается, но криво. Или получается, но так дорого, что повторять больше нельзя. Каждая эта беда — маленький урок. И вот наша лодка. Она была одной сплошной такой школой. Один корабль — 400 новых решений. И по каждому практическая проверка. Работает или нет? Стоит ли того, чем платим? И знаете, где эти уроки почти сразу всплыли? В других проектах, о которых у нас на канале уже был подробный разговор. Помните Лиру, проект 705-го? Тот самый маленький титановый охотник, который разворачивался под водой чуть ли не на месте, разгонялся до полного хода за минуту и наводил на противолодочников из НАТО настоящий ужас, потому что справиться с ним они не могли. Ну так вот, Лира тоже титановая. И многое из того, чему научились на нашей рекордсменке, потом пошло именно туда. Как варить корпус? Как считать прочность титана? Как обходиться с металлом, который жаднее любого другого хватает грязь из воздуха? Без опыта первой лодки Лиры с их скоростями и глубинами могло просто не быть. И это не единственный след. Была еще серия «Скат», проект 670. Атомные лодки с крылатыми ракетами. То самое направление, ради которого, собственно, и затевалась наша золотая рыбка. Только уже не золотые, гораздо более разумные по деньгам, гораздо более тихие. С обычным стальным корпусом, но с той же идеей. Подводный охотник, который умеет бить крылатыми ракетами из-под воды. По разным оценкам, таких скатов было построено больше 10, целая серия. То, что не сложилось у первой лодки, сложилось у ее наследников. Просто наследники были сделаны с оглядкой на ее опыт, с оглядкой на то, где именно она надорвалась. У инженеров, я так понимаю, вообще любимая штука — это отрицательный результат. Не получилось, а не получилось, и теперь мы знаем почему. Отрицательный результат в этой профессии часто дороже положительного, потому что он честнее. Он говорит, вот сюда больше не надо, тут стена. И на такое знание тратятся не годы, а десятилетия. Наша лодка на этом языке — учебник почти по всем главам сразу. Она показала, что титановый корпус для скоростной подлодки в принципе возможен. Как его делать, чем варить, где брать сплавы, как считать прочность. Она показала, что реактор такой мощности на такое водоизмещение может быть построен и запущен.
Она показала, что крылатые ракеты действительно стартуют из-под воды, а не только в лабораторных условиях. И одновременно она показала другое. Показала, что переход за определенную скорость под водой лишает лодку скрытности, что предельно новые технические решения — это предельно долгие сроки и предельно большие деньги, что если хочешь серию, надо где-то ужиматься. И вот все это не в бумагах, не в мечтах, а живьем, в железе, в море, в поломках и починках. После нее в стране пошло уже целое направление. Титан, как материал подводного кораблестроения, оказался проверен на деле. И не только для легкого корпуса, а для всего корабля. Это, по сути, отдельная школа, отдельная культура производства, которую до нее никто нигде в мире толком не строил. Из этой школы позже вышли и другие лодки, включая «Комсомолец», тот самый, что установил абсолютный мировой рекорд глубины погружения. У «Комсомольца» была своя горькая история, мы про нее, может, отдельно еще поговорим. Но корпус у него тоже был титановым, и это уже не совпадение, это уже традиция, у которой была своя первопроходческая точка отсчета. Наша. Мне вот в чем видится главный парадокс. Как боевая единица она проиграла, как школа победила. Флот у страны получился не такой, как задумывалось в конце 50-х. Не 10 титановых охотников за авианосцами. Совсем другой флот, более тихий, более серийный, более экономный. Но без ее опыта этого другого флота не было бы. Или он появился бы много позже и с гораздо большим количеством собственных бед. И вот тут возникает такая тихая мысль, которая мне лично кажется важной. Мы часто оцениваем историческую машину по ее собственной судьбе. Да, вот выиграла или проиграла, состоялась или не состоялась. А иногда правильнее смотреть шире, потому что после нее осталось не в ее корпусе, а в чужих, в чертежах преемников, в головах у людей, которые ее строили и потом строили другое, в привычках отрасли, которая после нее стала уже не такой, как до. По этому счету наша лодка точно не тупик. Тупиком был бы забытый рекорд, лежащий в старых журналах и не давший никому ничего. А тут рекорд, за которым тянется целый шлейф. Из следующих проектов, из выученных ошибок, из привычки не бояться странных металлов. Только вот сама-то она, наша рекордсменка, всего этого уже не увидит. Она свою работу к тому моменту закончила. Ее опыт разобрали, разложили по бумажкам, унесли в другие бюро и приступили к другим кораблям. А ей самой ей осталось только доживать. И вот знаете, эту часть ее судьбы, как раз тихую, домашнюю, без рекордов и авианосцев, я хочу вам сейчас рассказать отдельно, потому что она, мне кажется, если честно, самой человеческой во всей этой истории. Свою настоящую службу, с боевыми выходами, с погоней за авианосцем, с настоящим морем, она отходила примерно за десяток лет. Всего 2 боевых похода по разным данным. Все остальное время — ремонты, доводки, стоянки у стенки, ожидания. Самая быстрая лодка в истории человечества по большей части своей жизни просто стояла. Стояла у пирса. Больше стояла, чем ходила. И это, если вдуматься, тоже часть цены ее рекорда. Мы привыкли думать про боевые корабли так. Построили, спустили на воду, вышел флаг, пошли служить. Служба 20, 30, 40 лет. Ходят, тренируются, дежурят. А тут уникальный экземпляр, который слишком дорого водить и слишком сложно обслуживать. Каждый ее выход — событие, каждый ремонт — исследовательская работа. С такой лодкой обращаться, как с обычной, не получается. Она требует к себе особого отношения. И все чаще это особое отношение сводится к тому, чтобы ее просто держать в резерве. В 1978 году ее переименовывают. Из К-162 она становится К-222. Обычное флотское дело — менять тактические номера, ничего мистического. Хотя, признаюсь, для меня в этом переименовании есть какая-то тихая грусть. Как будто прежнее ее имя, под которым она поставила рекорд, тихо смыло вместе с прежней краской. Осталась только новая номерная бирка. Хотя, может быть, я тут перегибаю, и это просто мое впечатление. Дальше уже сплошной, довольно грустный список дат. В 1984-м ее выводят из эксплуатации, ставят на прикол в Северодвинске. Ходить она больше не будет. Через 5 лет, 14 марта 1989-го, ее исключают из состава военно-морского флота. Официально. С этой даты она уже не боевой корабль.
Она — списанное имущество. Еще через 10 лет, 7 ноября 1999 с нее спускают военно-морской флаг. Корабль передают гражданскому экипажу «Севмаша». Все, флотская жизнь закончилась. И вот с этой даты и начинается самое, на мой взгляд, тяжелое. Потому что списать корабль — это одно, а физически с ним попрощаться — совсем другое. Между спущенным флагом и разделкой прошло почти 10 лет. Она просто стояла. Стояла у пирса в Северодвинске, никому уже не нужная как оружие, никому не нужная как техника, ожидая своей очереди на разделку. И вот тут одна деталь, которая меня, знаете, буквально придавила, когда я на нее наткнулся. По воспоминаниям людей, которые работали в Северодвинском порту, для нее специально подбирали стоянку. Ни к какому железному пирсу ее ставить было нельзя. Дело в том, что у «Титана» есть коварная особенность. Если он долго соприкасается с обычным железом в морской воде, между двумя разными металлами возникает такая электрохимическая штука — гальваническая пара. И в этой паре железо начинает корродировать быстро. «Титан»-то стоит, как ни в чем не бывало, а вот металлический причал, к которому его пришвартовали, за считанные месяцы, по свидетельствам корабелов, начинал буквально съеживаться на глазах. Есть выражение: «Титан» ее корпуса за считанные месяцы съедал любое железо. Пирс к ней подбирали отдельно. Обычный ей не годился, она обычные разъедала. Даже стоя, даже мертвая, она была слишком уникальна, чтобы с ней обращаться как с остальными. Разделка началась в 2008 году. Начали ее на Севмаше, где саму лодку когда-то и построили. Там же, в том же городе, разве что в другом цеху. Потом, летом того же года, ее перевели по проливу на другую сторону, на центр судоремонта «Звездочка» для дальнейшей утилизации. По имеющимся данным, окончательно ее разделали в 2010-м, где-то к осени. От самой быстрой подводной лодки в истории не осталось почти ничего. Про эту работу, про ее разделку, я нашел откровенный разговор с одним из инженеров-утилизаторов «Звездочки», того самого предприятия, которое занималось ее последним путем. У этого человека за плечами уже был опыт с тяжелыми, сложными объектами. Он работал на утилизации Курска. Говорил, что была большая работа с документами. Он занимался Лепсе, это старое плавучее ядерное хранилище, тоже головная боль. И вот он честно называет и нашу золотую рыбку, как один из самых сложных заказов. Причина простая, коротенькая, сухая. Титановый корабль в аварийном состоянии. Вот это и было наследство. Аварийное состояние. Просто взять и разрезать ее было нельзя. Титан режется иначе, чем сталь, своими инструментами, по своим правилам. А состояние корпуса и оборудования к тому моменту уже давно перестало быть безопасным. И это, знаете, отдельная горечь. Корабль, который в 69-м ставил рекорды, к концу 2000-х пришел в такое состояние, что даже разобрать его требовало отдельной осторожности. Слишком долго стоял без движения. Слишком долго ждал решения. Слишком много времени прошло между тем, когда ее впервые бросили у пирса, и тем моментом, когда за нее, наконец, взялись. Это, кстати, судьба не только нашей рекордсменки. Это судьба десятков атомных подлодок, которые в 90-е годы флот России фактически бросил на плаву. Денег не было ни на службу, ни на достойные проводы. И многие уникальные корабли пришли к утилизации не в собранном достойном виде, а вот так, надорванными от долгого простоя. Отдельная тема — что делать с реакторными отсеками. Их просто так на металл не пустишь, радиация. Поэтому у наших атомных лодок при разделке из корпуса вырезают тот самый сердцевинный блок с реакторами и оставляют его отдельно. Оставили и у нее. Есть данные, что этот трехотсечный блок с ее реакторами так и остался на плаву, неподалеку от одного из северодвинских причалов. Хранится, ждет своего окончательного захоронения. Технически он у себя дома, отдельно от того корабля, к которому когда-то принадлежал. Просто плавает у стенки, охраняемый, никому уже не нужный, но и никак не отпускающий отрасль до конца. И вот сложите теперь все вместе. Планировали 10 таких лодок. Построили одну. Отходила она пару боевых походов. Много лет простояла. К 2000-му фактически перестала быть кораблем. К 10-му ее физически не стало. От целого судна, длиной с многоэтажный дом, весом в 5000 тонн, самого быстрого подводного корабля на планете, осталась одна деталь. Одна. Единственная.
То, что удалось спасти. Ее ходовая рубка. Та самая часть, что торчит над корпусом сверху, где обычно стоят рулевые вахты и откуда командир подлодки в надводном положении смотрит на море. Ее на звездочке решили не пускать на металл. Отделили, сохранили. Долгое время она стояла на территории завода, просто как реликвия, пока никто не знал, что с ней делать дальше. Ржавый стальной колпак от лодки «Легенды», аккуратно поставленный на бетон возле цеха. Мимо ходили сотрудники, мимо возили железо, а она стояла и ждала. Ждала, честно говоря, того, чтобы кто-то, наконец, решил, кем она станет. Просто списанным металлом или все-таки памятью. Прежде чем идти к финалу, я хочу честно перечислить то, чего мы про эту лодку так и не знаем. Не эффектных загадок, не темных страниц, а просто белых пятен, которых в этой истории больше, чем кажется по бодрым публикациям в газетах. Первое и самое, на мой взгляд, крупное. Мы до сих пор не видим ее встречу с Саратогой со второй стороны. Про этот эпизод у нас есть воспоминания командира, есть воспоминания членов экипажа, есть публикации во флотских сборниках. Наша половина картинки собрана, а американская половина так и не собрана. По крайней мере, в открытом доступе. Что докладывал командир авианосца? Что видели их гидроакустики? Какую цель они у себя писали в журнале? Как они ее опознавали? Не знаю. Ничего внятного, ни разу подтвержденного я не нашел. Возможно, эти документы до сих пор лежат где-то под грифом. Возможно, просто никогда не оцифровывались. Возможно, были, но их так никто и не открыл. Так или иначе, у этого эпизода есть свидетели, которых никто не опросил. И вот этот слой, тех, кого не опросили никогда, во всей истории для меня самый тяжелый, потому что от него зависит то, во что превратится наш рассказ. Пока мы слышим одну сторону, любая история приобретает форму той стороны, что говорит. И это не про плохой умысел, это просто про то, как устроена память. Второе белое пятно — деньги. Мы уже говорили, официальная цифра — 240 миллионов рублей. Есть оценки почти в 10 раз выше, вплоть до 2 миллиардов. Встречаются упоминания и 3% бюджета вместо 1. За полвека никто эти цифры не свел к единому знаменателю. Никто не выложил на стол разбивку. Вот на корпус ушло столько, вот на реактор столько, вот на ракеты, вот на смежные разработки. Так что настоящая цена этой рыбки до сих пор ползунок между двумя очень разными числами. И, если честно, я не знаю, будет ли когда-нибудь эта арифметика подведена. Третье. То, что в популярных пересказах гуляет как «Пентагон был в шоке», «Пентагон в панике», после этого случая нас стали называть убийцами авианосцев, я это в независимых серьезных источниках подтвердить не смог. Ни в англоязычных, ни в академических. По имеющимся данным, эта версия живет в основном в одних и тех же нескольких публикациях, которые ссылаются друг на друга. Я не говорю, что этого не было. Возможно, было. У страха у военных штабов свои голоса, свои переписки, свои протоколы. Просто это тот случай, когда красивая история и подтвержденная история не одно и то же. И я не хочу выдавать одно за другое. И еще одна вещь, которую я хочу назвать честно, потому что не смог себя от нее удержать. Совпадение номеров. Она под конец жизни носила номер К-222. А в воспоминаниях того самого офицера, о котором мы говорили, есть цифра. Они прошли в последнем походе 222 мили. 222, 222. Красиво? Красиво. Знак судьбы? Нет. Совпадение. И я специально это проговариваю, потому что в таких историях легко соскользнуть от факта к мистике, и мне не хочется. Похоже на знак, но это совпадение. Все. И если совсем по-честному, тут есть еще один слой, о котором мы почти ничего не сказали. Инженеры. Не главный конструктор, его мы назвали, а те десятки, а то и сотни специалистов, которые сидели в бюро и на заводе и решили каждую конкретную задачу. Расчетчики титановой прочности, сварщики, которые впервые в жизни варили целую субмарину из этого металла, люди, придумавшие реактор и агрегаты, которые до этого никто не делал в таком масштабе. Их имен в общем доступе практически нет. Все, что мы про них знаем, это что они были. Ходили в белой робе, работали в чистом цехе, отдали проекту большую часть жизни, а потом растворились в архивных списках, в закрытых личных делах, в тех бумагах, которые для нас с вами по-прежнему недоступны.
Их тоже никто пока не расспросил как следует. И большинство из них, увы, расспросить уже нельзя. И вот получается странная штука. У нас есть самая быстрая подводная лодка в истории. У нас есть рекорд, стоящий 50 с лишним лет. У нас есть громкое прозвище, красивая история про авианосец, красивая история про Титан. А если посмотреть внимательно, почти вся эта история собрана из одних и тех же нескольких публикаций, из одних и тех же нескольких голосов. С другой стороны океана — молчание. С другой стороны сметы — молчание. Со стороны рядовых людей, стоявших у ее корпуса, почти молчание. Один корабль, один рекорд, полвека. А сколько еще того, что мы про нее, судя по всему, никогда не узнаем. И вот с этим тихим, неполным знанием мы сейчас подходим к ее последнему кадру. От самой быстрой подводной лодки в истории человечества сегодня осталась одна рубка. Тот самый черный колпак, что когда-то торчал у нее над корпусом. Все, больше ничего. Ее планируют поставить в Северодвинске, в том самом городе, где ее и построили. По замыслу не просто на постамент. Вокруг рубки задуманы мраморные плиты, похожие на льдины, чтобы издалека казалось, что лодка всплывает где-то посреди ледовитого океана, раскалывая собой лед. Медленно, гордо, безмолвно, так, как она и должна была всплывать при жизни. Только теперь уже без корпуса, без реакторов, без экипажа, без хода. Просто рубка, поднимающаяся между камнями, будто вот сейчас всплывет целиком. Не всплывет. Мне в этом замысле нравится честность. Он не пытается сделать вид, что лодка жива. Он не пытается ее воскресить. Он говорит просто: смотрите, вот все, что осталось. И вокруг лед, тишина. Море, из которого она когда-то приходила отполированной до серебра. Полвека прошло с той декабрьской мерной мили. Полвека — это долгий срок. За это время родились и выросли целые поколения, которые эту лодку не застали никогда. И полвека спустя ее рекорд по-прежнему стоит. Никто под водой не разогнался быстрее. Ни у нас, ни у них, ни у кого. Только теперь мы, кажется, немного лучше понимаем, почему. Не потому, что не могут, а потому, что посмотрели один раз и решили не повторять. Знаете, я, пока копался в этой истории, все пытался нащупать ее главное чувство. Не факт, не рекорд, не цифру, а именно чувство. И где-то ближе к концу поймал. У этой лодки странная судьба даже по меркам техники, которой достается много странных судеб. Она сделала то, чего до нее не делал никто. Ее боялся противник, ее боготворили конструкторы. За ее постройкой стояли годы жизни очень многих людей. А закончилось все тем, что она стоит у бетонного пирса, ждет своей очереди, потом ее режут, а рубку оставляют возле цеха. Просто потому, что рука не поднялась пустить на металл все до последнего листа. Слишком уж она была, слишком настоящая, чтобы просто исчезнуть без следа. У меня, честно говоря, вопрос к самому себе. Может ли рекорд быть одновременно и триумфом, и предостережением? Не так, как у нас обычно бывает: героическая победа, музыка, флаги, а вот так, тише. Рекорд стоит, никто не побил, но и повторять никто не хочет. Это ведь тоже своего рода признание, может быть, самое серьезное из всех. Если вам эта история отзывается, если вам важно, чтобы такие корабли и такие имена не исчезали совсем, подпишитесь. Без этого их просто перестают помнить. Не потому, что кто-то запрещает вспоминать, а потому, что жизнь идет, и новое всегда громче старого. А эта лодка была тихой даже при жизни. Говорить про себя не любили. Писали про нее скупо, снимков в открытом доступе почти нет. Так что если мы ее не вспомним, не вспомнит никто. И у меня к вам напоследок один вопрос. Он не про подписку и не про лайк. Он про память. Вы ведь помните то время? Когда о таких кораблях в стране знали только по слухам. Когда сосед по подъезду, вернувшись из очередной командировки, отмалчивался и переводил разговор. Когда на кухнях шепотом обсуждали, что где-то на севере, кажется, что-то такое построили. Когда в семье кто-то работал на заводе и даже дома не мог толком рассказать, на каком именно заказе он сегодня стоял. Расскажите в комментариях, говорили ли о ней у вас в семье? Слышали ли вы это прозвище «Золотая рыбка» от отца, от деда, от мужа, от старшего брата? Может, кто-то из ваших знал одного из тех, кто ее строил или ходил на ней в море?
Такие истории почти нигде больше не остаются, кроме как в вашей и моей памяти. А там, на набережной в Северодвинске, если ее все-таки поставят так, как задумано, рубка будет стоять между мраморных льдин и смотреть в море. Одна, без корпуса, без хода, без винтов. От самой быстрой лодки в истории. Один силуэт, будто выхученный из-подо льда. Может, это и есть самое честное надгробие для рекорда, который никто не хочет повторять. Не гордый монумент, а тихое напоминание о том, что страна однажды умела делать невозможное. Даже такой ценой.